Не волнуйтесь, рожки те же, день-другой. Что просто прическа понравилась. Так, много вопросов, ну немного, ладно. Иногда бывают вопросы по поводу того, где ты учишься, а кто ты вообще такая. Я учусь на медицинском сейчас в Венгрии, до этого училась в Германии, но 3 раза не сдала экзамен, и, в общем, переехала в Венгрию. Здесь я тоже учусь на немецком языке. Окей, with that being said, давайте перейдем к теме сегодняшнего дня. В Германии я была в институте, где был модель-студентганг. Что это такое? Это новый тип обучения. В Германии пол институтов перешли на модель-студентганг, пол институтов, да, остались на старом образовании. В Венгрии больше похоже на старое немецкое образование, старый стиль, но не совсем, тут как бы немножко отличается. Давайте сейчас поговорим о Германии и новом типе образования. Что это значит? Это значит, что у вас очень рано начинается практика. Очень рано начинается практика, вы еще ничего не знаете, но вас уже пихают в клинику. Ну, там еще нюансы с физикумом, то есть через 3 года в Германии вы сдаете один большой экзамен, и потом через еще 2 года второй большой экзамен. Обычно на старом модель Регельстудентганг это письменный, на новом это устный, потому что письменно вы в течение всех этих лет сдаете экзамены. Вот так вот. Ну, там еще, короче, нюансы, но это такие 2 как бы главных нюанса. Поскольку вы с самого начала идете в больницу, на практику, когда вы приходите в мединститут, у вас есть курс, где вам, грубо говоря, объясняют, как нужно себя вести. Сначала я очень, знаете, когда у вас и так загруженный день, в 5 вечера или там в 4 вечера, с 8 утра, у вас уже шарики за ролики, надо учиться, вот это вот сидите, и вам вроде бы объясняют, знаете, по вашему мнению, очевидные вещи, и вы такие, ну что я тут вообще сижу? Что я тут делаю? Вы думаете, я такая тупая? Потом ты попадаешь в больницы, где ты видишь, что врачи так себя не ведут во многих случаях, и ты понимаешь, ну, наверное, да. Теперь понятно, откуда этот курс. В Грузии и в странах бывшего СССР, я с СНГ там, короче, прокололась, не судите строго, к сожалению, никто из врачей этих, ну, или очень мало врачей соблюдают эти правила. Например, правило, которое меня поразило, это когда врач заходит к пациенту в палату, и пациент лежит, врач не имеет права говорить, стоя с пациентом. Почему? Потому что сам белый халат, палата, врач, людям больно, плохо, естественно, они лежат, даже не могут как бы пристать, встать, им нехорошо, и эта обстановка очень их угнетает. И врач, говорящий как бы вот психологически, да, сверху вниз, получается, что вы еще больше давите собой на пациента. В то время как в наших странах врач это такой крутой, короче, чувак, который вообще, если у меня сегодня время, нет у меня сегодня времени, значит, я тут 5 минут вам что-то объясню. Там нет. Там врач это человек, который наоборот должен создать комфортное... Конечно, не все врачи такие, есть везде говнюки, я вообще, в общем, имею в виду, да? Врач должен создать как можно больше комфорта для пациента. То есть как бы пациент главный, а врач служит пациенту, плохо сказать. Ну, короче, пациент главный. И вы хотите ему облегчить эту ситуацию. То есть нельзя говорить вот с этого ракурса, да? Надо обязательно взять стул, подвинуть, сесть и начать разговаривать только когда вы более-менее на одном уровне. Не вот так вот, встал сверху, так, у вас сегодня МРТ, и там еще что-то еще, тут вам поставили уже катетер, я смотрю, что там... Нет, так делать нельзя. Казалось бы, да, такая мелочь и звучит логично, очень логично. Но, как оказалось, многие врачи этого не знают, либо пренебрегают. Я считаю, что это очень хороший тип, очень хороший тип, как себя вести, потому что, правда, многие пациенты боятся, к сожалению, многие вообще умирают уже, да, и лишний раз повести себя более приветливо, что ли, это неплохо. Следующее. Когда вы встречаетесь первый раз с пациентом, да, тоже врач должен обязательно встать, все
все, руки продезинфицированы, пациент тоже заходит, дезинфицирует руки, вы... Hello, my name is Doris. Все, сели, и начинается анамнез. И вот это самое сложное, потому что многие пациенты говорят намного больше, чем надо, а другие намного меньше, чем надо. И тактики, оказывается, как надо красиво и корректно направлять людей, это очень сложно. То есть у меня с этим всегда были проблемы, когда мы играли. Да, то есть мы как бы играли друг с другом, например, я была врачом, заходил другой студент и начинал много болтать. Есть правило 10 секунд. Если, короче, ты понимаешь, что что-то идет не туда, ну, например, ты спрашиваешь у пациента, когда вы подвихнули ногу, пациент рассказывает: пришла моя лучшая подруга, с которой мы познакомились в 5 классе, сидели за одной... Короче, ты уже понимаешь, что вы идете явно не в ту степь, в которую тебе надо. Ты никогда не можешь сказать: что мне наплевать на вашу подругу? Я вам спросила, когда вы там ногу-то подвернули? Ну, к примеру, да, так. Или когда вы там заболели, когда, ну, что, в общем. Так нельзя говорить. А знаете, как надо? Вот и я никогда не понимала, как надо, я шучу. Вначале я не понимала. Надо довольно корректно направить пациента в сторону разговора. То есть надо его перебить, но перебить красиво, из серии: ой, правда, подруга, ой, это так мило, так интересно. Извините, а ногу вы когда подвернули точно по времени? То есть сказать, не обесценить то, что пациент сказал. Сейчас я, короче, у меня опять как-то фигово получилось. Мне это еще надо практиковать. Не обесценить то, что он говорит, показать, что как бы вы в этом заинтересованы, но быстро его перевести все-таки в ту степь, где вам надо. И потом у вас есть как бы каталог вопросов, по которым вы должны пройтись. Если пациент наоборот не говорит, вот вам нужно знать, у него очень долго кашель. Ну, не во время коронавируса, вообще очень долго у человека кашель. Вы у него спрашиваете, когда начался кашель. 2 недели, ну, месяц назад. А вы помните, что предшествовало тому, что кашель начался? Был дождик, я промок. Вы промокли, и эта одежда осталась и высохла на вас. То есть вы должны вот прям... И вот так вот идти. Плюс, если это полом, вывих, перелом, то есть кто-то мог участвовать в этом, кто-то мог толкнуть человека, это могла быть какая-то драка, вам как доктору нужно это узнать, чтобы соблазнить, чтобы сообщить в полицию. И тут тоже надо очень аккуратно узнавать, особенно если это подростки, либо это женщины, которые могут подвергаться домашнему насилию. Мы так все думаем, что многие из них скажут это так легко и просто, если вы им скажете: вы можете мне доверять, но нифига, короче, это не так. Поэтому вы не пугаете человека, то есть не цепляетесь. Вот человек сказал какую-то деталь, которая вам может намекнуть на то, что, например, мама побила ребенка, да, или там папа. Вы начинаете тут наоборот, то есть если в первом варианте мы уходили от личных тем, то тут вы наоборот пытаетесь: а как в школе, ну, у ребенка, да? Вот когда с мамой, как у тебя по математике? Ой, плохо. А вот плохая оценка когда последний раз была? Ой, а мама что сказала? То есть, короче, направлять на ситуации, которые вы где-то можете как-то что-то уловить. Если вы, не дай бог, что-то улавливаете, никогда за это не цепляться и не начинать копать, потому что человек поймет: о, что-то я лишнее сказал. Идти дальше по разговору, самой там записывать, и потом уже обращаться к социальным службам и обсуждать этот вопрос, потому что доктор все-таки в таком вопросе социальных служб, он не совсем компетентен. Я могу дать наводку, но в то же время я не знаю, что с этим делать, да? Там уже не моя работа идет. Это поведение, конечно, там очень много аспектов, но это такие, как бы, когда вы только приходите, вам базово рассказывают. Потом, естественно, у вас есть медицинская психология, где вы все это углубляетесь. Я говорю вот в самом начале. Когда вы тоже говорите с пациентом, всегда, естественно, на «вы». Даже если пациент моложе вас, намного моложе, на «вы». Плюс...
Как мне сказали в нашем университете, говорили, надо посмотреть, нравится ли пациенту тактильный контакт. Некоторые люди успокаиваются от того, что просто когда вы с ним разговариваете, да, с ними, вы кладете свою руку вот так вот, да, на их руку и как бы немножко сжимаете, естественно, не убиваете пациента, и они от этого успокаиваются, все, глаза в глаза, естественно, тихий, размеренный, спокойный, а главное – понятный разговор. Никто из пациентов медицинские термины не знает. Поэтому, когда что-то доктор объясняет, в первую очередь это должно быть понятно для всех людей, которые даже не имеют никакое отношение к медицине. То есть тот диагноз, который вы пишете, он вот у вас в деле пациента. А пациенту вы должны все настолько донести понятно, простым языком, самые легкие слова. И вот это для очень многих проблема, особенно для новичков. Ты только выучил все эти названия, у тебя там главное, чтобы они не вылетели. И ты должен зайти, и вместо того, чтобы сказать все умные слова, которые ты так долго учил, да, ты должен сесть и подумать, как бы так объяснить, чтобы меня поняли. Так, теперь... Положили ручку, понятно, тихо объясняете, смотрите в глаза, не говорите, не тараторите быстро. Почему? Даже если кажется, что у вас немножко защемило где-то что-то, и вы не можете очень быстро разговаривать. Потому что тогда у пациента складывается впечатление, что вы не спешите, вы пришли для него, у вас есть время, даже если у вас этого времени нету. Вы должны, заходя к пациенту, расшибиться вообще, в смятку, но сделать вид, что вот все время в мире это время этого пациента. Почему? Потому что, опять же, для вас это один пациент из, там, скажем, 10 сегодня, да, или из, там, 100 за месяц. Для этого человека и для его родственников это единственный человек вот здесь и сейчас. И самый главный человек для каждого эгоиста, да. То есть это нормально имеется в виду, да. То есть мне плохо, я лежу, мне страшно, я болею, я не знаю, что происходит. Если забегает врач и там на отвянь, мне кидает диагноз, по которому мне ничего не говорит и убегает дальше, естественно, я еще больше начинаю нервничать, паниковать. Если врач тихо, спокойно заходит, то есть мои проблемы, когда я закрываю дверь палаты, которые там, на станции или вообще, да, это мои проблемы, не проблемы этого человека. Я захожу, закрываю дверь, все, я этот человек, все. Это все, что сейчас есть. Единственное, что я должна сделать, естественно, лечить этого человека, но вот когда я захожу именно разговор с человеком, это создать у него ощущение доверия, ощущение спокойствия, ощущение того, что он нужен, им занимаются, и все как бы будет хорошо. Следующий момент, не всем нравится, что их трогают. И тут это самое трудное тоже для меня было, как я пойму, если я уже пришла и такая ху-ху-ху, а человек такой, странный доктор. Поэтому тут, конечно, очень много психологических техник, но самое легкое, что может быть, это глаза в глаза. И если вы сначала, знаете, так, ну, чуть-чуть, и вы видите по лицу человека, что как-то это его, даже вот это небольшое прикосновение немножко коробит, то нет. А если вы и человек, наоборот, чуть ли, знаете, ну, не руку к вам, или начинает улыбаться, то вы такие, да, все, ну, короче, все хорошо, союз. Следующее. Короче, все эти правила, они настолько сложные, они настолько... Вот почему я не люблю психологию? Потому что там вот, ну, нету одного правильного решения. Их там миллион в зависимости от ситуации, где ты должен решать по ситуации. Следующее, никогда не обещать пациенту, что все будет хорошо, никогда не пугать пациента. То есть никогда нельзя обещать, что все, мы вас 100% вылечим, все вообще будет заебяло. И никогда не говорить, ой, знаете, вот тут, короче, уже все. Почему нельзя обещать? Ну, второе, это понятно, почему нельзя говорить. Почему нельзя обещать, что все будет хорошо? Это больше уже для врача самого. Чем больше вы будете вот так вот обещать, потом тем больше у вас будет оставаться чувство вины, потому что всех спасти нельзя, это нормально. Иногда получается то, что вот вы уверены прям, что вы спасете пациента, операция, аневризма, все. Ну или еще что-то, и вот, ну все. Аллергическая реакция на что-то, все. Ну или просто вот, ну не выдержало сердце. Опять же, человеческий организм очень сильно еще не
исследован. То есть многие клетки только сейчас находят. Я не знаю, я вам уже про сперматозоиды и яйцелы рассказывала. Неважно. Короче, очень много всего еще неизвестного, потому иногда, когда в операционной умирает пациент, никто, как бы, конечно, ставят, почему, пишут, почему он умер, но почему это произошло, есть, конечно, какие-то догадки, но почему вот все же уже запланировано, иногда неизвестно, ну, как это, Бог так решил. Конечно, не Бог так решил, мы просто еще не знаем причин. Поэтому нельзя обещать. Врач, и то, что мне было тоже очень сложно, должен думать не только о пациенте, но и о себе. Потому что когда вы выходите из больницы, вы должны обо всем забывать. Это самое сложное, особенно если вы привязываетесь к пациентам. К пациентам нельзя привязываться. Что это значит? Не углубляться в личную информацию сильно человека. Настолько, насколько это возможно. Конечно, опять же, вот видите, эта грань. Не обесценить то, что человек говорит, но и не погружаться чересчур сильно. Говорить с человеком, и как будто он пуп земли, но и не делать чересчур... Вы понимаете? Как бы вот это... Сложно. Сложно. Наверное, когда-то это будет мне тоже возможно. Я либо в одну крайность, либо в другую крайность. Так, не обещать ничего... Как разговаривать? Это тоже техники, никогда не надо говорить... Вот вы знаете, у этого лекарства есть 3 побочных эффекта. Вот так говорить не надо. Потому что тогда по психологически, например, мне так говорили на уроке. Тогда человек автоматически думает о побочных эффектах, и потом это эффект плацебо, то есть он у себя их находит, особенно если человек очень, а таких много, боязливый и эмоциональный. Как надо говорить. Когда у вас, короче, что-то плохое, что-то хорошее, всегда нужно начинать с очень большого перечисления хорошего. Короче, от этого лекарства в течение 3 дней пройдет вот это, вот это, вот это, вот это, вы будете себя чувствовать вот так, вот так. И в конце уже совсем бывает так у очень маленького количество пациентов, 1%, например, из 100, что появляются побочные эффекты, я вам должна это сказать, ну вот они вот такие, но, и потом, точнее, не говорить но, а сразу опять переходить. В общем, когда через 3 дня у вас все пройдет, я приду, вас посмотрю, у вас должно быть вот такое, вот такое, вот такое. Короче, вот это негативное нужно как-то вставить 70% позитивного, мини-пусечка негативная и опять заканчивать позитивно. То есть как бы делать так, что это как шоколад в булочке за 1 рубль, где его вот столько. Как-то так, да? А булочки много. Вот булочка это позитивная, вот, это ваше негативное. Что там так много было правил? Мы сейчас с вами будем очень долго. Но это такие как бы, естественно... нельзя грубить, ну это и так понятно. Видите, такие вещи, которые, ну, да, я знаю, что нельзя грубить пациенту. Угу. Нельзя грубить, нельзя кричать. Видела ли я такое поведение в больнице в Германии? Да. Приведу пример. Неважно где, неважно когда, как вы знаете, нельзя рассказывать, да? С конкретными употреблениями места и людей. Человек А и человек Б. Пациент. Человек Б – молодой доктор. Человек А – доктор со стажем. Заходит пациент, очень в коляске. И пациент плохо слышит и плохо видит. Пациент уже не очень ухоженный. Доктор Б не может никак, то есть все пытаются этому пациенту объяснить вокруг, что нужно заполнить обязательно бланк и подписаться. Пациент не понимает, не слышит, естественно, начинает там нервничать, еще больше не слышит, еще больше не видит. Доктор Б начинает немножко повышать голос, чтобы как бы этот человек услышал. Получается вот такой, да, все на этого человека не повышают голос в плане кричат, а повышают голос, чтобы человек услышал. Начинается галдеж, человек, пациент начинает еще больше нервничать, полностью как бы отдает листик и закрывается. Заходит доктор А.
видит всю эту ситуацию, ни на кого не кричит, никого не ругает, просто подходит сзади тихо, спокойно. При этом этот доктор Б не особо хотел, знаете, дотрагиваться, ну потому что просто тихо, спокойно подходит, говорит, все, сейчас я все сделаю, успокойтесь. Хотя доктор А это делать не должен был. То есть он по званию выше, он такое делать не должен. Тихо, спокойно, все сразу как-то успокаиваются, потому что он из вот этой всей катавасии начинает говорить вот таким вот голосом, всем улыбается, тихо подходит к пациенту сзади, кладет руку на плечико, говорит, не волнуйтесь, а что это такое? А, бланк нужно заполнить. Ой, да это же так легко, я вам сейчас помогу все заполнить, давайте пойдем, как у вас дела? Да. А, вы плохо слышите? Так это уже нормально. Да, я все понимаю. Хорошо. Так, что у нас тут в бланке? Ой, это вся бюрократия. Кому она нужна? И улыбается, естественно, смеется. Пациент немножко отходит, плечи кладет как бы назад на коляску, начинает тоже, рот что ли, ну короче, начинает тоже улыбаться, мы все тоже выдыхаем. Он просто ничего нам не говорит, поворачивает эту коляску, хотя он не должен, тот доктор А тоже, доктор Б точнее, где те, кто должны отвезти пациента, сам отводит к себе в кабинет, потом там через 10 минут приносит нам бланк, всем улыбается. Спокойные после этого доктора остались все, не только пациент. Короче, он решил все проблемы и остались спокойные все, потому что мы все были немножко такие... Что делать, во время не вписываемся, все зопа, как это сделать, зопа. Доктор Б нервный, естественно, мы такие, ой, господи, он сейчас нас убьет. Вот так надо. То есть это как бы идеал, да? Естественно, молодым докторам сложно. Что еще бывает? Ситуация, я первый раз нельзя же говорить. Короче, situation. Тоже я с человеком X идем к пациенту. До нас там была Короче, там был человек. Молодой, опять же. Заходим мы к пациенту, я сзади, естественно, этого человека X. И вижу, что там, тот молодой, опять же, человек такой, все, короче, все это, этот пациент не разговаривает вообще, лежит, родственники приходят, он вообще не реагирует. Мы подходим, я, естественно, думаю, не реагирует пациент. Это была другая станция, не наша. Подходит этот человек X, смотрит на пациента, тоже берет стул, садится на стул, присаживается рядом, берет пациента за руку, начинает, услышав, что пациент ни на что не реагирует, все равно очень мило беседовать, тихо гладит руку, говорит, какой сегодня хороший день, ой, да, это больница, наверное, никто сама больница. Человек X сам больницы не любит, и все в этом роде, короче, да. Естественно, реакции нет. Человек X смотрит направо-налево, берет перчатки, свет. Человек X не должен был этого делать, потому что есть отдельно те, кто этим занимается. Смотрит на кожу, такой, кожа очень сухая, наверное, пациенту больно, надо смазать. Открывает, все смотрит, пролежни, надо смазать. У меня первая реакция, сейчас позову тех, кто смажет. Нет, не надо, они сейчас будут тут кричать, орать, галдеть. Вон там, короче, это принеси, не переживай. Естественно, этот человек тоже не в очень таком состоянии. Все тихо, быстро сделал человек X. И в конце уж такой, забыл проверить рот. Что? Рот. У людей очень сохнет тоже рот, и когда они лежат и долго, естественно, не разговаривают, потому что не реагируют, как когда у меня брекеты. Короче, там болячки бывают. Болячки, и потом эти болячки никто не убирает. Их надо убрать как бы старую кожу, намазать специальным веществом, обработать, и тогда человеку будет намного легче. Я такая думаю, человек играет, не реагирует ни на что человек. Пошли уже отсюда.
видите, это что значит молодой, и ну вот я сначала смеялась над вот тем, что нас учат, и только на практике поняла, как это оказывается со стороны. Если бы я не увидела, я бы не поняла. Нет, и особенно когда во рту вот эта старая кожа, меня чуть... Я была тогда, когда это было первый раз, сейчас я уже могу, но пробую. Все тихо, спокойно, понимая, что для меня это я первый раз, я сейчас упаду в обморок, мне будет плохо. Ты не переживай, отойди, дай, пожалуйста, салфеточку, все хорошо. И вообще со мной в этот момент, чтобы мне было плохо, говорить на левую вообще тему, чтобы я тут тоже не блеванула. То есть человек в это время заботится о всех вот в этой комнате. И никого не ругает, ни на кого не кричит, никого жизни не учит. Все, вытер, помазал, или не бипантеном, короче, каким-то средством, врать не буду. Кажется, это был бипантен, неважно. Помазал, все. И тут я чуть не упала вот с той этой. Этот пациент улыбнулся, когда мы уходили. То есть этот доктор... Все хорошо, до свидания, завтра я еще поднимусь, опять гладят по ручке. И пациент улыбнулся. Чтобы вы поняли, как нам сказали другие, даже когда родственники приходили, не было реакции. И тут я что-то не расплакалась и поняла, что все, что я вот это вот мне рассказывают, и где я возмущаюсь очень сильно, а это очень нужная информация. Конечно, что много было правил, но это как бы такие вот, что нам рассказывали, я бы сказала, в первом полугодии. Вот так вот. Надеюсь, вам было интересно, и до следующих видео. Пока-пока.